Всем привет! С вами Анна, и сегодня мы свяжем вот такую милую, нежную, очаровательную мимимишную коровку. Для тех, кто не знает, у меня появился телеграм-канал, где подписчики делятся фотографиями своих работ, связанных по моим мастер-классам. Так что присоединяйтесь, будем общаться, делиться. Ну а ссылку на канал оставлю в комментарии под этим видео. А теперь коровка целиком. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, какой у нее клевый аксессуар в виде маленькой сумочки. Но и сзади нам есть что показать. Полюбуйтесь нашим милым нежным хвостиком. Наша коровка практически цельновязанная. Мы пришьем только ушки и рожки. Все пятнышки мы будем вывязывать. Причем каждое пятнышко я свяжу вместе с вами. Поэтому у вас обязательно получится такое очарование. Рост коровки 35 сантиметров. Я вяжу достаточно плотно, так что у вас может получиться игрушечка большего размера. По расходу основного цвета у меня ушло 2,5 моточка, розового цвета чуть больше половины мотка и совсем немножко на сумочку. Но я вязала пряжей, которая в намотке всего 68 метров. Так что если вы будете вязать коровку пряжей, которая, например, в намотке 120 метров, то расход вашего изделия сократится в 2 раза. Ну что, давайте скорее начнем вязать это очарование. Для вязания нашей очаровательной коровки я буду использовать пряжу Alize Velluto. Основной цвет у меня белый. Понадобится еще вот такой розовый цвет непосредственно для коровки. И для ее аксессуара сумочки бирюзовый цвет. Вы можете вязать любой пряжей, какая у вас есть, какая вам нравится, использовать любые цвета, которые вам будут приятны. Вязать я буду крючком номер 5,5. Нам еще понадобятся глазки с безопасным креплением. Диаметр глазок 20 миллиметров. У меня это глазки вот с такой красивой розовой радужкой. Я пленочку пока не снимала, чтобы они не покорябались в процессе вязания. Потом, когда вставлю, уже сниму пленочку и увидим во всей красе, как они будут смотреться, эти очаровательные глазки. Сначала мы с вами свяжем все мелкие детали, которые будут ввязываться в процессе вязания нашей коровки, пришиваться. Все касаемо коровки непосредственно, а потом в конце свяжем уже аксессуар. И начнем мы вот с такой симпатичной верхней ножки. Соответственно, сейчас берем рабочую ниточку того цвета, которым вы будете вязать копытце у нашей ножки. Хочется лапкой назвать, но ножка. Берем рабочую ниточку, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Чуть-чуть затяну. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. В каждую петлю мы будем провязывать по 2 столбика без накида. И у нас образуется 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Давайте затянем наше колечко. Раз, два, четвертая прибавочка. Раз, два, пятая. И раз, два, шестая прибавка. Приступаем к вязанию третьего ряда и вяжем его так. Столбик без накида, прибавка. Нам нужно повторить эту комбинацию 6 раз. У нас образуется 18 петель.
столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая прибавка, вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы с вами уже увидимся на 4-м ряду. Довязали до конца 3-й ряд. Я отметила маркером последнюю петлю ряда. Теперь самостоятельно просто вяжите 4-й ряд, 18 столбиков без накида, и мы уже увидимся на 5-м ряду. Копытца мы с вами связали. Сейчас нам нужно уже вязать основной цвет, которым мы будем вязать нашу коровку. У меня это будет белый. И я сейчас вам покажу подробно, как мы сделаем относительно незаметный, да, практически незаметный переход одного цвета в другой. Что мы с вами делаем? В первую петлю следующего ряда, 5-го, мы вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Немножечко подвытягиваем вот эту петлю, чтобы она у нас не потерялась, и уже отрезаем нашу розовую ниточку или ту нить, которой вы вяжете копытца. Нам пока она больше не понадобится. Берем основной цвет, я беру белый, вводим крючок в последнюю петлю предыдущего ряда, 4-го, захватываем белую ниточку и делаем одну воздушную петлю. Так, подтянем чуть-чуть. Сделали петлю. На крючке 1 петля сейчас. Вводим крючок под эту вот петлю, где мы соединительный столбик вязали. Снова захватываем ниточку. У нас уже на крючке 2 петли. Подхватываем 3-ю вот эту петлю и, захватив ниточку, протягиваем ее через все 3 петли. А теперь фокус-покус. Люблю момент этот. Затягиваем нашу ниточку, тянем розовую, и ее уже не видно. И дальше мы с вами вяжем этот ряд до конца, учитывая, что 1 петлю мы уже провязали. Соответственно, нам осталось провязать еще 17 столбиков без накида. И мы будем с вами обвязывать при этом вот эти хвостики. Давайте несколько с вами провяжу. То есть 1 мы уже провязали. Вот 2, 3. Вокруг хвостиков обвязываем. Они у нас не вылезут, мешаться не будут, не распустятся. 4, 5. Думаю, достаточно. Можно дальше просто довязываем этот ряд до конца, соответственно, 5-й. И на этом моменте встречаемся. Довязали до конца 5-й ряд. По периметру у нас 18 столбиков без накида, 18 петель сохраняется. Смотрите, какой аккуратный получился переход. Красиво все смотрится. Теперь самостоятельно с 6 по 10 включительно, это, соответственно, 5 рядочков, провязываем по 18 столбиков без накида в каждом ряду, и мы уже с вами увидимся на 11 ряду. 10 рядочков мы с вами провязали. По периметру сохраняется 18 петель. Приступаем к вязанию 11 ряда. Вяжем его так. Столбик без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется 12 петель. Столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 12 ряду. Довязали до конца 11 ряд. Собственно говоря, 12 рядом мы уже будем закрывать нашу ножку, поэтому предварительно не забудьте набить ее синтепухом. Так как у нас по периметру 12 петель, то мы будем с вами захватывать за петлю вот на передней стеночке и за заднюю петлю, и, соответственно, провяжем 6 столбиков без накида. Будем соединять и закрывать нашу ножку. Раз, за переднюю, за заднюю стеночку. 2, за переднюю, за заднюю. 3,
4, 5 и за боковую нашу петлю вяжем 6. Нам осталось сделать закрепительный узелок. Отрезаем, отрываем ниточку, мы ее будем вязывать, поэтому длинный кончик нам не нужен. Все, вытягиваем нашу ниточку. Вот такая красота получилась у меня. У вас, думаю, то же самое. Вы подобным же образом вяжете вторую ножку. Вот такие пупуськи у нас, толстушки, как я люблю, получились. Так, ну а мы с вами приступаем к вязанию ушка. Вот так оно будет выглядеть. Розовое ушко я уже связала, так как у меня у коровки ушки разного цвета, то с вами буду вязать белое ушко. А вы уже вяжите, какое вам нужно ушко, какого цвета. Может быть, у вас одинаковые ушки будут. Итак, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Немножечко подстяну. Во втором ряду нам с вами будет нужно повторить 2 следующие комбинации. 2 столбика без накида прибавка, и у нас уже образуется 8 петель. Раз, 2, первая прибавка. Давайте затянем наше колечко, вывернем насколько-то возможно, чтобы петли было лучше видно. Раз. Два. Сейчас пока узечка, потом будет удобнее. Так, вторая прибавка. И, соответственно, отмечаем маркером последнюю петлю ряда. И приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторить эту комбинацию надо 4 раза, и у нас образуется 12 петель. Столбик без накида, первая прибавка. Сейчас будет расширяться ушко, и будет вам полегче. Вам еще повторить эту комбинацию 3 раза, и мы уже увидимся на 4-м ряду. Четвертый ряд вяжем так: 2 столбика без накида, прибавка, повторяем комбинацию 4 раза, у нас с вами образуется 16 петель. Раз, 2, первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 3 раза, и мы уже увидимся на 5-м ряду. У ушка мы связали 4 ряда, по периметру 16 петель, и сейчас самостоятельно с 5 по 8 ряд включительно, соответственно 4 рядочка, вяжем по 16 столбиков без накида, и увидимся с вами уже на 9-м ряду. Связали 8 рядов у нашего ушка, ну а 9-м, собственно, мы будем закрывать эту деталь, провязывая за переднюю и за заднюю стеночки, захватывая 8 столбиков без накида. То же самое, как мы закрывали лапку, но ушко мы синтепухом не набиваем. Мы захватываем петлю на передней стеночке и за задней провязываем 8 столбиков без накида. Раз, передняя, задняя, 2, 3, 4, 5,
6, не пойму. Петля захватилась, да. 6, 7 и боковая 8. Отрезаем, отрываем ниточку, оставив подлиннее кончик, мы будем пришивать ушко. Делаем закрепительный узелок. И второе ушко, очаровашка, у меня готово. Ниточку так захватываем. Вот в таком виде они будут пришиваться. Немножечко собранными. Вот такие очаровательные ушки получились. Вы вяжете второе ушко подобным же образом. А мы сейчас будем вязать рога. Точнее, рожки. Маленький кукуська такой. Берем ниточку тем цветом, которым вы будете вязать маленькие рожки. У меня рожки розовые, соответственно, беру розовую нить. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд у нас похож на ряд с ушком. Мы вяжем 2 столбика без накида прибавка, повторяем комбинацию 2 раза, у нас образуется 8 петель. Раз, 2, первая прибавка. Затягиваем колечко, выворачиваем как можем. Раз, 2, вторая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И теперь самостоятельно с 3-го ряда по 6 включительно вяжем по 8 столбиков без накидов в каждом ряду. И мы с вами встретимся. Это получается 4 рядочка, да? 3, 4, 5, 6, да? 4 ряда по 8 столбиков без накида вяжем и встречаемся. Провязали все 6 рядов, по 8 столбиков без накида в каждом ряду, и наш малыш готов. Делаем соединительный столбик и, собственно говоря, отрезаем, отрываем ниточку, оставив подлинней, тоже будем пришивать. Все детали, которые пришивные, ниточку оставляем подлиннее. Что-то я, наверное, совсем длинную оставил. Ну ладно, больше не меньше. Вот все-таки какая-то я как неэкономная. Мне даже кто-то написал, зачем такие хвостики, кончики большие оставлять. Ну ладно, в общем, я всегда придерживаюсь мнения больше, не меньше. Да, не хватит, может, я 2 разочка решу пройтись. Хотя тут, наверное, 10 разочков может пройтись такой ниточкой. Все, ладно. Рожки готовы? Сейчас мы с вами будем вязать миленький маленький хвостик для нашей коровки. Вам нужно подготовить 6 отрезочков нити длиной плюс-минус 13 сантиметров тем цветом, которым вы будете делать кисточку у хвостика. 6 таких отрезочков и 1 подлиннее, и мы будем перевязывать, в общем, закреплять нашу кисточку. Берем ниточку основного цвета и нам нужно с вами набрать цепочку из 7 воздушных петель. Посвободнее набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 набрали, соответственно, мы провяжем 6, то есть начнем со второй петли, а точнее с ее перемычки. Если мы перевернем цепочку из воздушных петель, то увидим, что у каждой петли есть своя перемычка. Вот за эти перемычки мы с вами будем вязать. Вот если мы так ее даже сложим такими бугорочками, видите? И у нас получится красивый хвостик. Соответственно, первая перемычка это относится к первой петле, мы ее пропускаем, вводим крючок под вторую перемычку, если неудобно, помогаем пальчиками, ногтями, захватываем ниточку, первый столбик без накида, второй, так, третья перемычка, третий столбик без накида, можно иголочкой, если что, помочь. Четвертый. Пятый и шестой хочется сказать. Давайте уже довяжу. Не буду выключать камеру. Пятый и шестая перемычка. Иди сюда. Ура, шестая перемычка. Так, делаем закрепительный узелок, отрезаем, отрываем ниточку примерно, оставив такой же кончик, как у цепочки из воздушных петель. Что мы с вами теперь делаем? Перевязываем между собой эти кончики нитей в узелочек. Завязали. И теперь будем оформлять наш хвостик. Каким образом? Вот сюда, в самый, не с этой стороны, где хвостики остались, а вот с этой стороны, будем с вами вставлять наши ниточки, отрезки из нитей. Вводим крючок, ну прям самый низ, куда у вас там будет получаться. Захватываем ниточку. И вытягиваем. Вот таким образом. Раз. Два. Давайте самостоятельно все 6 отрезочков и встретимся. Вот так. Вставили. Выравниваем кончики, чтобы они все примерно у нас одинаковые были. Так, берем вот этот отрезочек подлиннее. И будем сейчас вот здесь перевязывать. Вот так. Положим и просто перевяжем. Чуть-чуть тут опущу. Так, чтобы одинаково было. Угу. Затягиваем. Завязываем узелок. Берем ножнички. И отрезаем. Тоже эти кончики у нас пойдут в кисточку. Прям на глазок. И проверим. У меня глаз алмаз или не очень. Так. Ну, почти глаз алмаз. Сейчас чуть-чуть одну. Тут мне не нравится. Подровняем. Так. Все. И наш очаровательный хвостик, смотрите, какой милый, симпатичный, готов. Пришивать мы его не будем, ввязывать тоже не будем. Мы его просто привяжем к нашей коровке. Очень удобно. Мы сейчас с вами будем вязать нижнюю ножку. Я уже одну связала. Они чем будут отличаться? У первой ножки, вот вы сейчас будете вязать первую, вы закончите ее и ниточку отрежете, а я сейчас буду вязать вторую ножку, ниточку не отрежу, и мы будем уже присоединять первую ножку нижнюю и вывязывать тельце нашей коровки. Уже у нас
начнется вязание основного тельца, головки. В общем, такой крупничок уже пойдет. Детальки связали все необходимые. Все. Значит, сейчас готовим ниточку для копыта. Тот цвет, какой будет у вас. Я беру розовую ниточку, и мы приступаем к вязанию нижней ножки. Берем рабочую ниточку. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. И у нас образуется 12 петель. Сейчас мы вяжем копытце, думаю, это понятно, да? 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко посильней. Как можем, выворачиваем. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И вяжем с вами третий ряд. Вяжем его так. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас уже образуется 18 петель. Столбик без накида, первая прибавка. Столбик без накида, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 4-м ряду. В 4-м ряду нам с вами нужно будет 6 раз повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида, прибавка, и у нас образуется в результате 24 петли. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. Вы так делаете еще 4 раза, и мы уже увидимся на 5-м ряду. 5-й ряд самостоятельно провязываем просто 24 столбика без накида. И уже встретимся с вами на 6-м ряду. 5-й ряд довязали до конца. В 6-м ряду мы с вами будем уже ввязывать белую нить, как и делали это у верхней ножки. Точно так же мы с вами сначала по началу 6-го ряда, в первую петлю 6-го ряда вяжем соединительный столбик, подвытягиваем немножечко петлю, отрезаем, отрываем ниточку, она нам здесь больше не нужна. Берем ниточку основного цвета нашей коровки, у меня это белая нить, у вас может быть другая. Что мы с вами дальше делаем? Как вы помните, вводим крючок в последнюю петлю 5-го ряда, захватываем белую ниточку, делаем воздушную петлю, вводим крючок под вот эту петлю, где соединительный столбик мы делали, снова захватываем ниточку белую, у нас на крючке 2 петли, подхватываем третью с розовой ниточкой, захватываем рабочую нить, протягиваем через все 3 петли, затягиваем розовую, и все. Первый столбик без накида, так скажем, мы провязали уже у 6-го ряда. Дальше мы с вами обвязываем, сохраняется по периметру 24, соответственно, обвязываем наши вот эти кончики нити, все точно так же, как мы делали прежде с вами. Так, раз, одну провязали, 2, 3 вокруг кончиков.
4, 5 и так далее. Все то же самое, что мы уже с вами проделывали. Соответственно, довязывайте 6-й ряд до конца белой нитью. И этой же нитью еще с 7, ну, соответственно, 6 довязываем, еще с 7 по 10 включительно, по 24 столбика без накидов в каждом ряду вяжем. И мы с вами на том моменте встретимся. Так, получается 6, 7, 8, 9, 10. Это 5 рядочков, правильно? 6, 7, 8, да. 5 рядов провязываем самостоятельно основным цветом, которым вяжем коровку. И встречаемся на том моменте. Мы с вами провязали 10 рядов у нижней ножки. Вы сейчас вяжете, ну, скорее всего, вяжете первую ножку. Соответственно, вы просто дальше по ряду делаете соединительный столбик, отрезаете ниточку, откладываете эту ножку в сторону и вяжете вторую. Как и я. Когда вы довяжете вторую ножку, вы, соответственно, нить не отрезаете, а мы сейчас будем ко второй ножке, получается, присоединять первую. Что мы с вами делаем? Сначала для симметрии давайте по нашей второй ножке просто провяжем 12 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, 12 провязали. Делаем с вами воздушную петлю. И советую сразу в эту петлю отметить 2 маркерами, чтобы совсем потом ее не потерять, не запутаться. Легче отметить, и совсем будет удобнее потом нам манипуляции проводить с этими ножками. Так, отмечаем прям с 2 сторон ее. Вот наша петля. Вот одна половинка, полупетля, потому что одну уберем, один маркер, второй останется. Я лучше так сделаю. Так, и вот здесь. Все. Отметили петлю маркерами. Берем первую ножку. Вводим крючок под вот эту соединительный столбик, где мы с вами провязывали. И захватываем ниточку и вяжем первый столбик без накида. И дальше мы с вами вяжем по нашей, можно обвязать этот кончик, по нашей первой ножке соединительными столбиками. Можно хвостик обвязать, чтобы не мешался. Вяжем с вами, получается, по всей ножке это 24 столбика без накида. И встречаемся вот на этом перешейчике, когда довяжете до петли. 24 столбика без накида вяжем и встречаемся. Провязали по первой ножке 24 столбика без накида. Дошли до нашего перешейчика. Смотрите, как удобно, что мы отметили маркером, чтобы не запутаться. Легко сейчас и просто проведем эту манипуляцию. Что мы с вами делаем? Вводим крючок вот в эту петлю воздушную, которую мы соединяли обе ножки. Я сначала введу крючок, а потом уже один маркер уберу, потому что так удобнее. Так, ввела крючок, убираю один маркер. Самое удобное, чтобы вообще не запутаться. И сюда мы с вами делаем прибавку, то есть провязываем 2 столбика без накида в эту воздушную петлю. Раз, два. Сделали прибавочку. Дальше мы с вами вяжем 24 столбика без накида по нашей уже второй ножке. Раз, два, 3 и так далее. Снова доходим до перешейчика и на этом моменте встречаемся. Провязали 24 столбика без накида по нашей второй ножке.
Снова дошли до перешеечка, и мы снова должны с вами сделать в эту воздушную петлю прибавку. Вводим крючок, убираем маркер. И вяжем сюда 2 столбика без накида, тем самым сделав еще одну прибавку. И в результате мы с вами уже, кстати, связали 11 ряд, в котором у нас образовалось 52 столбика без накида, 52 петли. Каким образом, думаю, понятно. Сначала мы с вами по второй ножке провязали 12 столбиков без накида. Это просто чтобы симметрично было, когда мы их соединяли друг с другом. Это мы даже не считаем, у нас там петли сохранились. Провязали 12 столбиков без накида, сделали воздушную петлю, тем самым присоединили первую ножку. Провязали по первой ножке 24 столбика без накида. Дошли до воздушной петли, до нашего перешеечка, сделали прибавку, то есть у нас образовалось еще 2 петли. Потом мы с вами связали 24 столбика без накида по второй ножке, дошли до нашего перешеечка, снова сделали прибавку в воздушную петлю, провязали 2 столбика без накида. Таким образом у нас в 11 ряду добавилось 4 петли. 24 плюс 24, 2 и 2, это еще плюс 4. Соответственно, получается 52 петли. Мы закончили вязать 11 ряд. Так, я думаю, перенесем мы с вами начало ряда, все-таки у нас перешейчик. Давайте для удобства перенесем с вами, так как у нас ряд немножко видоизменился, да, мы сделали прибавки. Предлагаю у нас теперь последняя петля ряда, так как мы 2 же ножки соединяли, ряд в любом случае сместился. Давайте у нас последняя петля ряда будет теперь вот здесь, где мы сделали вторую прибавку, вот где перешеечек, чтобы мы с вами потом не сбивались. Все, потому что мы сформировали новый ряд с помощью прибавок, и последняя петля у нас теперь ряда будет, понятно, да, это когда мы вторую прибавку сделали, вот здесь. Отмечаем последнюю петлю ряда, сформировав тем самым 11 ряд. Переходим к 12 ряду. А в 12 ряду просто самостоятельно провязываем 52 столбика без накида, и мы уже увидимся с вами на 13 ряду. Итак, мы с вами провязали 12 рядов у нашей коровки уже. Не забываем, да, что последняя петля ряда у нас сместилась, чтобы дальше мы не сбивались по схеме. Что мы делаем дальше? Далее я буду в 13 ряду начну вывязывать пятнышко. Если вы не будете у своей коровки вязать пятна, как я, то вы сейчас самостоятельно можете с 13 по 17 включительно, это, соответственно, 5 рядочков, провязать по 52 столбика без накида в каждом ряду, потому что схема здесь пока не меняется. Те, кто вяжет со мной пятнышко, что мы делаем? Сначала по ряду 13 мы вяжем 2 столбика без накида белой нитью. 1 и 2. Так, вторую не довязываем. Захватываем розовую ниточку и вяжем теперь розовым цветом, у меня розовые пятнышки, 8 столбиков без накида. И, наверное, чтобы нам не отрезать ниточку, давайте мы просто будем тоже ее обвязывать, она у нас так будет продолжаться, не будем ни розовую, ни белую отрезать нить. Так, 8 столбиков без накида. Обвяжем вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. У нас уже дальше мы будем белой ниточкой, розовую оставляем в сторонке, захватываем белую нить. Так, и дальше мы с вами, так, получается 8, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 у нас получилось. Далее мы с вами довязываем до конца ряда оставшиеся петли.
у нас ничего не меняется, по периметру 52 столбика без накида. Дальше белой ниточкой просто провязываем оставшиеся столбики без накида. И на том моменте мы с вами уже встретимся. То есть встречаемся уже на 14 ряду. 13 ряд довязали до конца. В 14 ряду сначала по ряду белой ниточкой теперь вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Захватываем розовую ниточку. Здесь ее просто слабенько делайте, чтобы потом она внутри в изделии не натянута была, ну так немножечко ее туда, чтобы все не тратить, да, розовой ниткой здесь не проходить. Беленькую мы будем обвязывать, а розовенькую можно вот здесь немножечко просто слабо. Ну, вы делаете как вам удобно. Может быть, кто-то ниточку будет отрезать. Я не хочу обрывать нить. Так, я ее просто сейчас захвачу. Захватила. Боюсь уползти. Делаю, как себе удобно. Вот так ее расслабила. Чуть-чуть туда. Видно, что я там творю. Розовенькую расслабила. Беленькую беру. С беленькой все равно буду. Так, мы с вами провязали 3 сейчас, да, получается, белым цветом. Дальше розовым, соответственно, вяжем 7 столбиков без накида. Беленькую обвязываем. Так, что делаю? Беленькую обвязываем. Захватываем розовую. 1. А белую обвязываем. Пусть она у нас с нами туда идет. 2. 3. 4. 5. 6 и 7. Так, седьмую нет, 7. Вот так, 7. 7. Сейчас захватываем уже белую ниточку. Снова захватываем белую ниточку. И дальше... Так, что-то у нас тут розовенькое. Надо убрать, чтобы у нас тут не торчало. Почему торчит? Почему? Не нравится мне, что торчит. Розовенькая. Так. Потому что вязали, да? Потом поправим вот эту ниточку чуть-чуть туда. Подвытащим беленькую, и видно не будет. Так. Белой ниточкой. Теперь мы довязываем до конца наш ряд. Розовенькую не трогаем, просто беленькой проходим. До конца ряда довязываем. И мы с вами уже встретимся. Получается, это мы сейчас 14 вяжем, да? Встретимся уже на 15 ряду. Довязываем до конца 14 ряд, 52 петли сохраняются и встречаемся. Довязали до конца 14 ряд. Что мы делаем в 15? Мы продолжаем вязать наше пятнышко. Смотрите, уже как симпатично смотрится. Очень симпатично. Сначала по ряду белой ниточкой мы вяжем с вами 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, не довязываем. Ниточку розовенькую свободненько захватываем. Так, не уползаю. Все, боюсь, когда что-то неудобно, боюсь от вас уползти. Себе делаю видно. Хочется, чтобы вам видно было. Видите, она немножко там, вот второй у нас. Такие вот, так они смотрятся. Ничего, но это меньше мы потратим, чем мы бы по кругу шли, да, и ее ввязывали, смысла нет. Ну, обрывать вообще не люблю. Так, и теперь мы по ряду с вами вяжем 5 столбиков без накида розовой ниточкой, но белую обвязываем, да? Сейчас, так, беленькую обвязываем. Это можно розовенькую, не обязательно. Так, 1, 2, 3, 4, чтобы белый не видно было, и так
И 5. Все время хочу довязать. Захватываем беленькую. Так, 5. Вот так. Вот такое пятнышко. По-моему, очень мило. А вот здесь мы немножко потом вот так ниточкой закроем. И, в принципе, даже ничего страшного. Все равно не будут, конечно, видны, потому что мы проходим поверх розовой ниточки. Ну, думаю, это исправимо. Чуть подвытянем вот здесь столбики, и будет вообще красота. Смотрите, какое пятнышко интересно получается, очень красиво. Так, дальше то же самое делаем. Отпускаем розовую ниточку. Сейчас легко и просто тем, кто вяжет, вяжет коровку без пятен. У них все сейчас легко и просто. Они просто столбиками без накида проходятся все эти ряды и не переживают, что где-то какая-то ниточка торчит. Но зато того, кто делает пятнышко, смотрите, какая красота. Мне очень нравится, как смотрится. Так, довязываем до конца, соответственно, уже 15 ряд. И встречаемся на 16. 52 петли сохраняются. Просто вывязываем пятнышко. Вяжем до конца, встречаемся, соответственно, уже на 16 ряду. 15 рядов связали. По 16 ряду сначала мы вяжем 6 столбиков без накида белой ниточкой. 6 считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Захватываем розовую ниточку. Думаю, уже все практически понятно, да? Захватили ниточку. Вот здесь ее расслабили немножечко. Туда ее бросили. И вяжем розовый, обвязывая белую. Колдуем. Так, и вяжем 4 столбика без накида. Розовую бросили. Можно обвязывать, но я прошу, буду обвязывать, чтобы не было сильно толстенько. Давайте беленькую только будем обвязывать. 1, 2. Можно розовую, кстати, обвязывать. 3 и 4. Захватываем теперь белую ниточку. Вот так. Но если будем обвязывать, тогда она получается сюда сместится. Мы все равно потом будем делать напуск, чтобы сюда ее передвинуть, потому что здесь будем начинать. В общем, здесь не принципиально, какие ниточки обвязывать. Я показываю просто, как делаю я. Можно вообще все с розовой нитью вязать. Ну, точно неудобно. Так, сейчас на первом пятнышке все вот так буду подробно показывать. Расслабляем, цепляем, а дальше уже будет вам понятно, когда мы следующее будем вывязывать. Так, дальше понятно, да? Вяжем просто белой ниточкой до конца ряда. Все наши розовую бросаем, бросайся туда. Все наши петли сохраняются. 52. Довязываем, соответственно, до конца уже 16 ряд и встречаемся на 17. Довязали до конца 16 ряд. В 17 также сначала по ряду вяжем 6 столбиков без накида белой ниточкой. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Захватываем теперь розовую нить, расслабляем ее чуть-чуть. Туда. Иди туда. Иди туда. Так. И вяжем розовый, обвязывая беленькую. 4 столбика без накида. Чуть-чуть подтянем, подтянем. Так, 4. 1, 2, 3 и 4. Захватываем белую и дальше беленькой ниточкой довязываем до конца уже наш 17 ряд. Довязываем до конца и встречаемся. Довязали до конца 17 ряд. У нас по периметру сохраняется 52 петли.
пятнышко наше закончено пока, первое пятнышко. Я вот думаю, оставить розовую ниточку. У нас пятнышко будет потом с другой стороны или вот так его... Нет, давайте, наверное, все-таки отрежем ниточку. Отрежем, оторвем, кто как. Все, потом мы лучше еще раз вяжем на другое пятно ее. Далеко не убирайте, скоро она нам снова понадобится. Так, и давайте приступим к вязанию 18 ряда. Что мы с вами делаем? В 18 ряду нам с вами нужно будет повторить 4 комбинации. 11 столбиков без накида убавка, и в результате образуется 48 петель. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Первая убавка. Так, смотрите, вам нужно будет повторить эту комбинацию еще 3 раза, а наш хвостик можно, в принципе, вот здесь за свободной ниточкой узелочком завязать, чтобы он у нас уже никуда не делся, чтобы его не обвязывать, чтобы еще лишний розовенько. Вот так, все. Вот за эти свободные ниточки завязали, убрали. Смотрите, все аккуратненько, не будет мешать, кстати, не будут мешать вот эти ниточки набивать синтепухом. Зато какое красивое, аккуратное пятнышко у нас получилось. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится. Вот это мы потом ниточки вот здесь распушим, и видно особо не будет. Красота. Так, первую комбинацию показала. Вы еще делаете так 3 раза, и мы уже встретимся на 19 ряду. Довязали до конца 18 ряд. 19 самостоятельно просто провязываем 48 столбиков без накида, и мы встречаемся уже на 20 ряду. Довязали до конца 19 ряд, по периметру 48 столбиков без накида. В 20 ряду нам нужно с вами будет повторить 4 раза следующую комбинацию. 10 столбиков без накида убавка, и у нас в результате образуется 44 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первая убавка. И давайте, знаете, как сделаем? Вы сейчас повторите еще один разочек эту комбинацию. На том моменте мы с вами... Так, нет, не разочек, наверное, 2. Так, 10 убавка, 10 убавка. Да, давайте еще 2 раза повторите эту комбинацию, а последнюю вместе со мной будем делать. Потом поймете почему. Значит, сейчас еще раз вяжите 10 столбиков без накида убавка и еще разочек 10 столбиков без накида убавка. На том моменте встретимся. Итак, мы с вами еще не довязали до конца 20 ряд. И сейчас снова будем вывязывать пятнышко. Нам еще осталось повторить одну комбинацию, да, 10 столбиков без накида убавка. Я уже не буду акцентировать внимание, те, кто не вывязывают пятнышки, просто слушайте схему, которую я озвучиваю, да, и просто вяжите одним цветом, как вы это делали, значит, всю комбинацию до конца. Не буду говорить здесь мы, а здесь вы. Думаю, дальше уже сообразите. Итак, пятнышко. Сначала по ряду вяжем 6 столбиков без накида основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это после третьей убавки 6 столбиков без накида. Далее мы с вами вывязываем пятнышко. Давайте, наверное, 6 вот так вяжем. Вот здесь вязывать будем. Вяжем. Заговариваюсь. 6. Чтобы нам как-то с убавкой это не было неудобно делать. Давайте вот на этом моменте. Так, это 6-я, да? Захватываем ниточку розового цвета. И как мы с вами делали, да, сейчас обвяжем и хвостик, и белую нить.
мы с вами провяжем 3 столбика без накида. Это 6. 6 мы посчитали после третьей убавки. 6. 3 столбика без накида розовой ниточкой, соответственно. 7, 8 и 9. Розовую ниточку бросаем. У нас по схеме еще, говорю, розовую бросаем, бросила. Розовую ниточку бросаем. У нас по схеме еще один столбик без накида. 10. Так, что я вам говорю? Видите, уже немножко. Раз, два, три. Прошу прощения. Думаю, поймете, да, как я сделала? 3 уже захватываем белую ниточку. Вот так. 3. Все. Захватили белую ниточку. 3. И теперь розовую ниточку бросаем, как я сказала. Провязываем белой нитью столбик без накида. Это у нас 10-й. Да, 10-й. И остается сделать убавку. Еще раз, а то я, видите, туда-сюда. Значит, провязываем 6 столбиков без накида после третьей убавки. 6-й не довязываем, захватываем розовую ниточку. Вяжем 1, 2, 3. 3-й не довязываем, захватываем белую ниточку. Вяжем 10-й столбик без накида и делаем убавку. Но мне кажется, подробно объяснила, даже со своими, видите, фифе, своими заговаривающимися речами. Так, делаем, я уже все, убавку, все. Прошу прощения за этот момент, просто когда долго делаю вместе с вами, да, тут же еще по ходу думаю, как сделать, пытаюсь вам подробнее объяснить, и иногда вот так получается, что могу заговориться, так что внимание не обращайте, пожалуйста. Так, это мы с вами довязали, получается, 20 ряд. 21 ряд, у нас сейчас 44 петли по периметру. В 21 ряду нам с вами нужно будет сделать 2 следующие комбинации. 20 столбиков без накида убавкой. Повторить ее, я уже сказала, 2 раза, и у нас образуется 42 петли. Давайте мы с вами сделаем самостоятельно. Вы сейчас провяжете 20 столбиков без накида убавка, и на том моменте встретимся. Не буду этот кусок показывать, уже понятно, все знают прекрасно, как делать убавочки, да? Вяжем 20 столбиков без накида, убавку делаем по 21 ряду, и на том моменте с вами встречаемся. Розовую ниточку мы сейчас просто оставляем, белой ниточкой вяжем. Так, получается, по 21 ряду я провязала 20 столбиков без накида, сделала первую убавку. Далее вяжем просто по 21 ряду 16 столбиков без накида и встречаемся. Так, у меня здесь немножечко темнее стало, одна лампа погасла, но все равно давайте продолжу с вами. Думаю, вам видно нормально, мне не очень хорошо видно. Ну ладно, так. 16 столбиков без накида после первой убавки мы связали. Захватываем с вами теперь розовую ниточку. Розовую ниточку. Делаем ее свободненько. Да, как мы делали у первого пятнышка. Вот так свободнее вниз. Так, 16 получается. Вяжем теперь розовой нитью, но захватываем белой, обвязываем белую. Мы с вами теперь вяжем 4 столбика без накида розовой ниточкой. Так, белую обвязываем, вяжем розовой. Высшая математика, не меньше. Раз. Так, смотрю, видно вам. Угу. Беленькую обвязываем. 2, 3, 3 и 4. Это у нас получилось 16, 17, 18, 19, 20. 20. И нам еще надо сделать, опять видите, провязала. Все время хочу довязать. Нет, вот эту четвертую не довязываем. Вы извините, что я прям... Даже в голове еще убавка.
4-ю мы не довязали, а захватили белую ниточку. Вот так 4, да, ну практически довязали 4. Вот у нас розовые 4 получилось. Раз, два, три, 4 розовые. Все, беленькое у нас теперь. И нам надо с вами сделать убавку. Теперь нам с вами надо сделать убавку. Останется это от нашей схемы. Просто делаем уже белой ниточкой убавку. Говорю, высшая математика, 3-й уровень сложности. Попробуйте, рассчитайте, да, какие мы молодцы. А мы тут и убавки, и пятнышко. И в итоге такая красота-коровка. Ну, потрясающе. Так, вот так у нас сейчас это выглядит. Сейчас еще немножко, наверное, при таком свете повяжу с вами. И потом на зарядку эту лампу. Так. Что мы сейчас с вами закончили делать? А закончили мы с вами 21 ряд, в котором образовалось 42 петли. В 22 мы просто провязываем 42 столбика без накида, но вместе с розовой нитью тоже у нас пятнышко здесь будет продолжаться. Поэтому, чтобы было понятно, по 22 ряду без изменений давайте довяжем до... Ну, давайте, наверное, примерно так. 42 у нас петли. Давайте ровненько, да? 30 столбиков без накида по 22 ряду провяжите самостоятельно, на том моменте встретимся. То есть еще раз, 22 ряд, просто 42 столбика без накида, без каких-либо манипуляций. Вы по нему сейчас вяжете 30 столбиков без накида, на том моменте встретимся. Буду объяснять, откуда будет у нас дальше пятнышко вывязываться, продолжаться. Вяжем, встречаемся. Провязали с вами 30 столбиков без накида по 22 ряду. Да. Теперь 30 провязали. Белой же ниточкой продолжаем с вами вязать. Не той стороной. Продолжаем с вами вязать 6 столбиков без накида. Еще у нас будет 36, да? Так, раз, два, 32, 33, 34, 35, 36. Ура, не довязала. А то я спешу провязать. Захватываем розовую ниточку. Это у нас 36 получается, да, 36. Розовой нитью вяжем 5, обвязывая. Так, розовенькую бросаем, как мы делали, пусть висит. Обвязываем теперь белую, но вяжем розовый. 5 столбиков без накида. Так, обвязываем белую, розовый. Так, 5. Раз. Обвязываем белую. 2, 3, 4 и 5. Какая молодец, я сама себя хвалю. Не довязала. Захватываем беленькую, розовенькую, бросаем, захватываем беленькую. И последний столбик без накида в этом ряду мы провязываем белой ниточкой. Так, все. Правильно, да? Мы провязали с вами, было 30, довязали 6, 36, 5 розовой ниточкой, 37, 38, 39, 40, 41, да? И последняя петля ряда, 42 белой ниточкой. Все правильно, сохранилось 42. 30, 6 белых, 36, 5 розовых, 41, 42. Все, мы молодцы. Мы и сделали убавки и вывязали пятнышко. Так, сейчас мы с вами его вывяжем до конца. У нас еще с пятнышком получается 2 рядочка. Да, 2 рядочка. Мы с вами сейчас довязали даже не 2, 3 ряда еще. Мы с вами довязали до конца, получается, 22 ряд. Мы сейчас с вами вяжем 23. В 23 ряду нам нужно с вами сделать так. 5 столбиков без накида убавка. Повторить эту комбинацию 6 раз, и у нас образуется уже 36 петель.
но при этом еще сделать пятнышко. Поэтому что мы с вами сделаем? Давайте мы сделаем так. Вы сделаете эту комбинацию 4... Так, первый раз давайте вместе. Сейчас все объясню, все скажу, все сделаем. Так, берем белую ниточку, да, вяжем 23 ряд. 5 столбиков без накида, убавка. Погнали. 1, 2, сорочки, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. Первая убавка. Так, вы еще делаете такие 3 убавки. Ну, 3 раза еще комбинацию повторяйте, 3 раза по 5 столбиков без накида, убавка. И на том моменте встретимся. Мы сейчас с вами на 22 ряду. Обманула. На 23-м, прошу прощения. Мы сейчас с вами на 23 ряду, где нам нужно было 6 раз повторить комбинацию 5 столбиков без накида, убавка. Мы ее пока сделали 4 раза, да, нам еще 2 разочка надо делать. Мы с вами, значит, 4-й раз сделали убавку. Далее вяжем по нашей схеме. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. И подхватываем розовую ниточку. Подхватили. Расслабили. Пусть она у нас там дальше висит. Розовую расслабили, висит. Вяжем розовой, белую обвязываем. Думаю, 5 нам надо провязать. Так, вяжем. Дальше по схеме, да? 1, 2, видно вам, 3, 4, 5, не довязываем, захватываем белую ниточку, розовую бросаем, 5 и делаем убавку. У нас осталось провязать нам 2 петли и делаем белой ниточкой убавку. И мы с вами все смогли. И пятнышко, и убавку, и образовать, сколько там, 36 петель. Получается, мы с вами сначала, да, 4 раза повторили комбинацию, далее провязали белой ниточкой до убавки, 5 столбиков без накида. В убавке мы уже вязали, ну, получается, розовую ниточку, захватили ее, да, это 6-я у нас была. Потом мы с вами провязали розовой нитью 1, 2, 3, 4, 5 и сделали убавку. 1, 2, 3, 4, 5, да, все правильно. И сделали убавочку. Вот так у нас сейчас это пятнышко выглядит. Хочу с вами, да, доделать это пятно, потом буду заряжать цвет. Так, это мы с вами связали 23 ряд. Нам еще надо в 24 ряду просто вяжем 36 столбиков без накида, а 6 столбиков без накида у нас будет розовым цветом. Соответственно, давайте сделаем вот эти последние, нет, последний хочу белым. Если у нас тут просто 36, давайте провяжем с вами 29 белой нитью, 5 сделаем розовый, это будет, зачем я так говорю, 30 провяжем белой нитью, 30 белой, 5 розовой и последний уже снова белой ниточкой. Значит, по 24 ряду сейчас, соответственно, провязывайте самостоятельно 30 столбиков без накида, на том моменте встречаемся. Провязала по 24 ряду 30 столбиков без накида, вот он получается такой недовязанный. Сейчас захвачу розовую ниточку. Захватываем розовую ниточку, расслабляем ее и, обвязывая белую, вяжем розовой. Это я даже нисколько даже для вас, еще для себя так. Розовую вот эту бросили.
беленькую обвязываем, но вяжем вот этой розовенькой. Так, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Не довязываем, да, захватываем белую ниточку и провязываем последний столбик без накида в 24 ряду белой ниточкой. 6. 36 у нас сохраняется. Пятнышко шикарное вырисовывается. Давайте похвалим себя, ведь наша задача усложнилась. Сначала мы просто с вами вывязывали пятнышко, да, здесь схема не менялась. А здесь мы схему меняем, пятнышко вывязываем. И смотрите, какая кукуська у нас получается. Вообще красота. Посмотрите, какая красота. Полюбуйтесь, похвалите себя. Надеюсь, все понятно объясняю. Стараюсь разжевывать, пережевывать. Так, это мы с вами провязали 24 ряд. 25 опять немножко усложняется, потому что идут убавки, но нам нужно доделать наше пятнышко, очень хочется. Поэтому 25 ряд вяжем следующим образом. 4 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется с вами 30 петель. 30 петель. Поэтому давайте с вами, это всего, да, если мы без пятнышка, просто всю схему проговорила вам. Вы сделаете сколько? Так, давайте сначала начнем. По ходу буду соображать, как вам объяснить. Так, 1, 2, 3, 4. Первая убавка. Сделали убавочку. Вы еще давайте повторите эту комбинацию. Так, не 5, 4 раза. Нет, всего 4. Давайте вы еще повторите 3 раза эту комбинацию. 4 столбика без накида убавка. На том моменте встретимся. Со мной сделали 1 раз. И еще 3 раза повторяйте эту комбинацию. Нам останется 2 раза, и мы на этом моменте встретимся. Так, на данном этапе мы с вами в 25 ряду, да, повторили комбинацию 4 столбика без накида убавка 4 раза всего. 1 раз я вам показала, 3 раза вы должны были без меня. Нам еще повторить эту комбинацию 2 раза до конца ряда. Что мы с вами делаем? Вяжем сначала по ряду белой ниточкой, соответственно. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку и захватываем розовую ниточку. Захватили ниточку, расслабили ее туда вниз, чтобы она не тянула, не мешала, когда будем набивать. Обвязываем белую, но вяжем розовой. Обвязываем белую. И вяжем мы с вами 4 столбика без накида розовой ниточкой. 1, 2, 3 и 4. Не довязываем. Захватываем белую ниточку, розовую бросаем. Захватываем белую ниточку и делаем уже убавку. Последнюю, да, в этом ряду 4 провязали, убавка. Захватываем, делаем убавочку. И отмечаем маркером последнюю петлю ряда. Так, второе пятнышко у нас с вами готово. Такое красивое, интересное получилось. Так, чтобы нам ниточка розовая уже не мешалась, пока мы с пятнышками закончили, да, пока она нам будет не нужна, отрезаем. Ну, относительно скоро мы ею опять воспользуемся, но пока вяжем белый, поэтому убираем, чтобы она нам не мешала. И приступаем к вязанию уже. Какой у нас там ряд? 26.
В 26 ряду нам с вами нужно 6 раз повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, убавка. И у нас с вами образуется 24 петли. Сначала по ряду предлагаю, можно обвязать ниточку, можно. А давайте, знаете как, чтобы не обвязывать, она не вылезала, как мы там сделали. Давайте вот тут завяжем узелочек и все. Вот так перевяжем, она вообще никуда не денется. Видно, как я тут? Я любитель узелков. Все, видите, те ниточки, все, красота. Так, 3 столбика без накида, убавка у нас идет. 1, 2, 3, первая, убавка. 1, 2, 3, вторая, убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже с вами встретимся на 27 ряду. И на 27 ряду мы уже будем вязывать наши вот эти верхние ножки. Вот эту красоту уже будем вязывать. Все, довязывайте до конца самостоятельно 26 ряд, и мы встречаемся. Итак, мы с вами закончили вязать 26 ряд. В 27 ряду по периметру сохраняется 24 петли, и, как я уже сказала, будем вязывать здесь верхние ножки. Сначала по ряду я предлагаю провязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь нам нужно с вами провязать за ножку и за тельце нашей коровки. То есть мы будем захватывать за петлю на ножке и за петлю на коровке. Вместе мы провяжем, получается, их 6 столбиков без накида. Так, одновременно и еще хвостик будем ввязывать. Мы пока вот так провязываем вместе. Захватываем, понятно, да, за петлю на ножке. И еще обвязываем хвостик. И вместе провязываем 6 столбиков без накида. 1, на ножке, на тельце. 2, на ножке, на тельце. 3, на ножке, на тельце. 4, на ножке, на тельце. 5 и на ножке, на тельце. 6. Так, сейчас смотрим. Пока, где верхняя ножка, мне нравится. Да, нравится. Теперь, сейчас посмотрю. Так, сложу, да. Теперь давайте провяжем, знаете, как 7 столбиков без накида самостоятельно по тельцу. И встретимся, будем вязывать вторую ножку. 7 провязали. И сейчас будем вязывать вторую ножку. Так, смотрите, еще покажу такой момент. Когда мы обвязываем их, видите, все равно немножечко вот здесь закругление, а здесь более так остренько. В общем, я стараюсь сделать симметрично. То есть, если у меня у этой ножки сюда смотрел узелок вот этот вперед, то и у этой ножки я тоже буду делать узелок вперед. Ну, чтобы совсем все прям идеально смотрелось. Это не принципиальный момент, просто делаю акцент, показываю, как делаю я. Вы, может быть, будете по-другому, может быть, вам без разницы. Итак, то же самое. Мы с вами захватываем за верхнюю ножку, так, и за петлю на тельце. И провязываем тоже 6 столбиков без накида. За ножку, за тельце. 2, за ножку, за тельце. 3, не уползла, за ножку, за тельце. 4, за ножку, за тельце.
5 и 6 у нас получается последняя петля ряда. Захватываем за ножку и за тельце. И это у нас последняя петля ряда. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Посмотрим в плане симметрии, чтобы две ножки были симметрично относительно нижних, ну, чтобы нам все нравилось, как это выглядит. Так, этот хвостик мы сейчас потом вяжем. Все уберем, чтобы он не мешался. Все уберем. Так, слушайте, по-моему, красота. Сейчас я еще не на камеру посмотрю, посчитаю, как все у нас здесь выглядит, и скажу, оставляем или нет. Мне очень нравится, как они ввязались. Все симметрично смотрится. Я и складывала, и по петлям проверяла, считала. Все, оставляем так. То есть сначала мы в 27 ряду провязали по тельцу нашей коровки 5 столбиков без накида просто, потом 6 столбиков без накида вместе с одной ножкой, потом 7 столбиков без накида просто и оставшиеся 6 столбиков без накида как раз до конца ряда со второй ножкой. 28 ряд просто провязываем самостоятельно 24 столбика без накида, и мы с вами встретимся уже на 29 ряду. Здесь несколько петель, лучше вяжите хвостик от ножки, как мы это делали с первой. Все, провязываем 28, 24 столбика без накида и встречаемся. Мы с вами закончили вязать 28 ряд. В 29 ряду нам нужно с вами сделать 24 прибавки. То есть в каждую петлю мы будем провязывать по 2 столбика без накида. И у нас образуется 48 петель. То есть мы сейчас будем начинать уже вывязывать потихоньку головку нашей малышки. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Вам таких еще 21 прибавку сделать, и уже встретимся на 30 ряду. Довязали до конца 29 ряд. Смотрите, головки еще нет, а коровка такая уже хорошенькая, такая уже пупуська. Мне очень нравится. Кто давно со мной вяжет, знает, обожает момент, когда верхние там ножки, лапки уже ввязались, уже видишь, какой пухлячок получается. Вообще уже очарование. Приступаем к вязанию 30 ряда. И вяжем следующим образом. 7 столбиков без накида прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 54 петли. Вот на этом моменте сейчас очень внимательно, так как у нас прибавки были в каждую петлю, петли находятся очень близко друг к другу, поэтому, чтобы не ошибиться и увидеть, немножечко так раздвигайте, чтобы не пропустить никакую петлю. Вот здесь повнимательнее этот момент. Лишний раз лучше пересчитайте, столько ли у вас остается, мне кажется, не полениться, чем потом весь ряд перевязывать. Итак, 7 столбиков без накида, прибавка. Так, отодвигаем и вяжем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встретимся на 31 ряду. Довязали до конца 30 ряд. В 31 ряду нам нужно с вами будет 6 раз повторить следующую комбинацию. 8 столбиков без накида прибавка, и у нас образуется 60 петель. Головка у коровки будет большая. Я люблю большие головки, толстые ножки, лапки. Поэтому не удивляйтесь, что такое количество петель. Все будет красиво и очень мило. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая прибавка. Вы, соответственно, повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встретимся на 32 ряду. Мы с вами довязали до конца 31 ряд. В 32 ряду мы начнем вывязывать мордочку нашей коровки. И мордочку ее я буду вязать розовым цветом. Поэтому готовим ниточку для мордочки. Но сначала по 32 ряду мы провяжем 4 столбика без накида основным цветом. Раз, два, 3, 4. Не довязываем, да, захватываем розовую ниточку, белую нить оставляем в покое, обвяжем хвостик сразу. Так, и белый цвет, наверное, нет смысла, да, потому что мы сейчас подумаю, надо нам его обвязывать или нет. Мы же потом будем дальше белый, да, обвязывать будем белую, да, белую обвязывать, потому что сдвинемся и дальше будем белой нитью вязать. Значит, розовую захватили, хвостик и белую ниточку будем обвязывать. Что мы с вами делаем? Дальше по ряду нам нужно сделать 6 прибавок, то есть 6 петель провязать по 2 столбика без накида. И, соответственно, в этом ряду у нас образуется 66 петель. Эти прибавочки идут подряд. То есть вводим крючок в следующую петлю и делаем в нее прибавку уже розовой ниточкой, обвязывая хвостик, видно, да, и белую нить, потому что дальше мы будем после мордочки основным цветом. Раз и 2. Первая прибавка. В следующую петлю. Раз и 2. Вторая прибавка. В третью. Раз и 2. Четвертую. Раз и 2. В пятую. Раз и 2. И в шестую. Раз и 2. Не довязываем, захватываем уже. Так, розовую оставляем ниточку, захватываем белую. Так, и смотрим. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Вот 6 прибавочек. И смотрим, насколько симметрично относительно тельца, относительно лапок наша мордочка получилась. Я сейчас посмотрю не на камеру и скажу, оставляем так или нет. Так, я решила оставить, как вам показала. Что мы делаем дальше? Дальше самостоятельно по 32 ряду провязываем белой ниточкой, уже белой, оставшиеся 50 столбиков без накида. Раз, два, 3 и так далее. Довязываем до конца ряда и уже встретимся на 33 ряду. 32 ряд довязали до конца, приступаем к вязанию 33 ряда. Снова по ряду основным цветом 4 столбика без накида. Раз, два, 3, 4, не довязываем. Захватываем розовую ниточку, немножечко ее расслабляем, да, чтобы не было здесь натянуто. Ну, точно так же, как мы пятна с вами вывязывали у коровки. И теперь, обвязывая белую ниточку, вяжем следующую комбинацию. Именно розовой нитью уже. Столбик без накида, прибавка. Эту комбинацию мы повторяем с вами 6 раз.
И у нас в результате в этом ряду уже образуется 72 петли. Так, сейчас чуть-чуть расслаблю розовенькую. Вот так, чтобы не мешало. Беленькую обвязываем. Ниточек много, не запутаться. Так, белую обвязываем. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы можете белую не обвязывать, если неудобно, просто ее тоже расслабить и потом будете продолжать. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Так, и столбик без накида. Пятая прибавка. И столбик без накида. Шестая прибавка. Последнюю не доделываем, но захватываем уже белую ниточку, розовую оставляем в покое. Так, вот у нас как это выглядит, видите? Здесь ослабили. Все, беленькая у нас обвязалась. И дальше мы просто вяжем белым уже цветом. Снова оставшиеся 50 столбиков без накида основным цветом довязываем до конца, 33 ряд, и встречаемся уже на 34 ряду. Довязали до конца мы с вами 33 ряд. Смотрите, в 34 и 35 ряду у нас никаких комбинаций не будет, никаких убавок, прибавок, не меняется количество петель, то есть сохраняется 72 петли. Соответственно, по 34 и 35 ряду вам нужно провязать по 72 столбика без накида в каждом ряду. Единственное, что вот сейчас на 34 покажу, что вы делаете. Вот эти 12 петель, которые у нас розовым цветом, соответственно, вяжете их, ой, не 12 получается, зачем я говорю 12, 18 у нас здесь петель, потому что столбик прибавка 6, 4, 18. 18 вот эти петель вы вяжете розовым цветом. То есть смотрите, сейчас сначала только покажу. По ряду 34 вяжем снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Четвертый не довязываем. Точно так же захватываем розовую ниточку. Здесь расслабляем ее. И как мы с вами делали, обвязывая белую, вяжете просто 18 столбиков без накида по нашей вот этой вот, по розовому цвету. Сейчас обвязываем белую и вяжем. 1, 2, 3 и так далее. Делаете то же самое. То есть довязывайте по розовой ниточке. Далее вяжете белым цветом или основным, каким вы вяжете свою коровку. Это у нас будет 34 ряд. И то же самое делаете в 35 ряду. И мы уже с вами встретимся на 36 ряду. Думаю, понятно. По розовому розовый или тем цветом, каким вы мордочку вывязываете. По основному основным цветом, без каких-либо изменений. Сохраняется 72 столбика без накида. Встречаемся уже на 36-м. Довязали с вами до конца 35 ряд. Приступаем к вязанию 36-го. Сначала по ряду мы с вами вяжем все те же 4 столбика без накида основным цветом. 1, 2, 3 и не довязываем 4. Захватываем розовую ниточку. Расслабляем ее и, обвязывая белую, повторяем следующую комбинацию 6 раз. Столбик без накида, убавка.
И в 36 ряду у нас образуется 66 петель. Так, обвязываем белую, вяжем розовый. Столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая убавка. Столбик без накида. Третья убавка. Так, столбик без накида. Четвертая убавка. Столбик без накида. Пятая убавка. И столбик без накида. Шестая убавка. Вот здесь захватываем белую ниточку. И дальше мы с вами вяжем снова оставшиеся 50 петель до конца ряда. И вот наша мордашка вот так симпатично формируется. Смотрите, какая уже красота, да? Уже мордочка появляется. Очень красиво. Так, довязываем до конца уже 36 ряд. Я с вами столько вместе, да, мы каждое пятнышко, такой очень подробный получается мастер-класс из-за того, что мы постоянно ввязываем розовую нить. Хочется, чтобы у вас тоже все красиво получилось. 36 довязываем до конца основным цветом и уже встретимся на 37 ряду. 36 ряд довязали до конца. В 37 ряду мы с вами последний раз вяжем розовый цвет для нашей мордочки. Так, что мы с вами делаем? Вяжем по ряду сначала 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Четвертую не довязываем. И далее нам нужно с вами будет сделать 6 убавок. Захватываем розовую ниточку, расслабляем. Так, все, чтобы они прям по мордочке хорошо лежали. Так, мордочку здесь и синтепух не надо. Все, прям она у нас тут уже от ниточек набитенькая вся. Так, здесь уже белую не получится, у нас сплошные убавки. Да, мы в предыдущем ряду, если вы обратили внимание, я когда столбик без накида обвязывала, вязала столбик без накида, обвязывала белую ниточку, когда убавка не обвязывала. Вот видите, поэтому здесь беленькую так свободно получилось. Здесь мы также просто в конце ослабим белую ниточку и захватим ее. Значит, сейчас просто розовый, еще раз, делаем 6 убавок. Первая убавка. Так, расслаблена нитка у меня здесь. Угу. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. И шестая. Так, плотно так вяжу. И шестая. Не то захватила. И шестая. Вот петля. Шестая убавка. Захватываем белую ниточку. Здесь белую ослабим. Все, боюсь, что я уползу от вас. Белую ослабим. Подхватываем ее. Все. Белую ниточку. И дальше мы с вами вяжем оставшиеся 50
петель. В 37 ряду у нас образуется 60 столбиков без накида. Вяжем дальше белой ниточкой, как мы с вами обычно делали. Единственное, вот здесь ее немножечко расслабим, тоже, чтобы не была натянута. Так, здесь вот так, здесь вот так. И петля, чтобы такая большая. И дальше просто вяжем оставшиеся 50 столбиков без накида. И встречаемся уже на 38 ряду. Итак, довязали с вами до конца 37 ряд. Розовая ниточка нам больше не понадобится. Сделаем то же самое. Отрезаем ее, ну как больше, в ближайшее прям время не понадобится. Несколько рядов без нее, потом нам еще пятнышко вывязывать. И точно так же, думаю, мы завяжем здесь узелочек за ниточку, за любую. И все. И оставили. Вот так. Наша мордочка. Красотулька какая получается. Смотрите, смотрите. Такая мордочка яркая, красивая. Мне очень нравится, как выглядит. Так, теперь самостоятельно с 38 по 40 включительно, это соответственно 3 рядочка, провязываем по 60 столбиков без накида в каждом ряду, и мы уже с вами встретимся на 41 ряду. Да, 38, 39, 40. Все, боюсь ошибиться, хотя все озвучиваю. С 38 по 40 по 60 столбиков без накида основным цветом. Просто я буду вязать белой ниточкой, и увидимся на 41 ряду. Довязали с вами до конца 40 ряд. По периметру 60 петель. Наша малышка увеличивается в размере. Такая холёська получается. Яркая, красивая, сочная. Приступаем к вязанию 41 ряда. Вяжем следующим образом. 8 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 54 петли. Вяжем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже увидимся на 42 ряду. Довязали до конца мы с вами 41 ряд. В 42 ряду сохраняется по периметру 54 петли. Но в 42 ряду мы уже будем вязать снова пятнышко. Это последнее пятнышко у нашей коровки. Оно будет состоять всего из 2 столбиков без накида, и мы их провяжем прямо в конце ряда. Поэтому сейчас самостоятельно по 42 ряду вяжем 52 столбика без накида основным цветом, и на том моменте встретимся. Так, провязала у 42 ряда 52 столбика без накида, 52 не довязала. Захватываем розовую ниточку. Видно, все волнуюсь, чтобы не уползти. Нам осталось провязать 2 столбика без накида до конца нашего ряда. Соответственно, как мы делаем сначала, обвязываем и хвостик, и белую ниточку, да? Хвостик никуда не делся у нас. Раз и 2. Это у нас закончился. Так, уже столько рядов, не запутаться. Так, это мы с вами провязали 42 ряд. Да, 42 ряд. А в 43 ряду нам с вами нужно сделать комбинацию. Повторить ее надо будет 6 раз. Комбинация следующая. 7 столбиков без накида, убавка. У нас уже образуется 48 петель. Поэтому давайте сейчас... видите, что я сделала? Так. И снова здорово, да? Не захватила белую ниточку. Вот так. Давайте я ее все-таки переделаю. Мне нравится такая, как это получается тогда свободная слишком.
мы делали. 2, только я решила опять ее провязать. 2. И уже захватываем белую ниточку. Прошу прощения, 2. И отмечаем. Ну, конечно, ничего страшного, если вы 3 провяжете. Ну, я просто рассчитывала, как мне нравится, как это будет выглядеть, и чтобы вам четко попетельно все озвучивать. Конечно, если вы еще 1 петлю провяжете, или я бы провязала. Ну, я люблю как, как рассчитала, так и объяснять. Так, 2 провязали. Все правильно. Так. Так. 7 столбиков без накида, убавка. Белой нитью мы сейчас с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. Вы еще повторите так комбинацию 4 раза. Это будет 5. А 6-ю мы сделаем вместе, потому что там еще у нас пятнышко подключается. Значит, 1 комбинацию сделали. Вы еще делаете таких 4 комбинаций, 7 столбиков без накида, убавка. И встречаемся. Это все в 43 ряду. Итак, повторила 5 раз комбинацию в 43 ряду. Остался 6-й раз. У нас скоро будет пятнышко. Так, что мы с вами делаем? Значит, последний раз комбинация. По ряду вяжем 4 столбика без накида основным цветом. 1, 2, 3, 4. Это после 5-й убавки. 4. Подхватываем розовую ниточку. Видите, здесь не забыла. Все время хочется довязать. 4 провязали, подхватили розовую и, обвязывая белую, так, 4 вяжем, у нас же еще и комбинация, да, сложная манипуляция. 4, 5, 6, обвязываем белую, видно все вам там, 7 и убавка. И убавка. Так, плотненько провязала, что не могу даже подцепить свою убавку. И убавка, подхватываем белую. Есть. Вот такое у нас пятнышко получается. Это мы с вами довязали до конца. Сейчас маркером отмечу. Это мы с вами довязали до конца. 43 ряд. Пятнышко мы начали вывязывать, да, уже после того, как 5 раз сделали комбинацию. У нас была 5-я убавка. Провязали 4 столбика без накида основным цветом. 3 столбика без накида уже розовым. Это 7. И последняя у нас была убавка розовой ниточкой. Не довязали, подхватили белую. Так, это у нас 43 ряд. В 44 ряду сохраняется по периметру 48 петель. Что вы делаете? Вы сначала самостоятельно по 44 ряду вяжете 44 столбика без накида, и на том моменте встретимся, свяжем вместе, пятнышко дальше будем вывязывать. По 44 ряду еще раз вяжете 44 столбика без накида основным цветом, и на том моменте мы с вами встречаемся. Итак, мы с вами провязали 44 столбика без накида по 44 ряду. И сейчас 44 столбик без накида я не довязала. Захватываем розовую ниточку, расслабляем ее и, обвязывая белую, вяжем 4 столбика без накида розовой нитью. Раз.
2, 3 и 4 у нас последняя петля ряда. 4 не довязываем, я молодец. Захватываем белую ниточку и отмечаем маркером последнюю петлю 44 ряда. Так, в 45 мы еще продолжаем вывязывать наше пятнышко. Что мы с вами делаем? Розовую ниточку оставляем в покое пока. В 45 ряду нам нужно с вами 6 раз повторить следующую комбинацию. 6 столбиков без накида убавка, и у нас образуется 42 петли. Сначала по ряду, давайте мы одну комбинацию с вами сделаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, первая убавка. Таких комбинаций надо 6, но мы с вами, знаете, как сделаем? Сейчас самостоятельно вы сделаете еще 5, не 5, 4. 4 таких комбинаций. Вместе с моей сейчас провязали будет 5. А вот как раз 6-ю комбинацию сделаем вместе, там будем ввязывать розовую нить. Значит, всего в 45 ряду вы сейчас делаете 5 комбинаций по 6 столбиков без накида убавка. Одну сделали со мной, еще 4 делаете, и на том моменте в 45 ряду мы встречаемся. Итак, мы с вами сделали по 45 ряду 5 убавок, да, это 5-я убавочка. Что мы с вами дальше делаем? Основным цветом вяжем сначала по ряду 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Третий не довязываем. Захватываем розовую ниточку, расслабляем ее и, обвязывая белую, вяжем. 3 мы провязали, да, по схеме. Вяжем розовенькой. 4, 5, 6. У нас здесь идет убавка. Делаем убавочку. Полностью розовой ниточкой, скажу почему. Сейчас дальше продолжим с вами. Это мы закончили 45 ряд. Так, по комбинации все нормально у нас по убавочкам. Дальше у нас начинается 46 ряд. И в нем нам нужно будет 6 раз повторить следующую комбинацию. 5 столбиков без накида убавка. И у нас образуется 36 петель. Мы сейчас по ряду дальше с вами, вот здесь мы провязали 1, 2, 3, 4. Еще 4 это я про розовый цвет. Еще 4 столбика без накида розовым провяжем. 1, 2. Так, давайте обвязывать беленькую все-таки. Там у нас была убавка, неудобно. А дальше обвязываем. Угу. Так, еще раз. 1, обвязываем белую. 2, 3, 4. Не довязываем, белую бросаем, захватываем, розовую бросаем, захватываем белую. Так, 4, 5 и убавка, да? Сейчас проверяем. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно, 5. И делаем убавку. Это мы с вами уже начали вязать, соответственно, 46 ряд. У нас пятнышко продвинулось на 46 ряд. Так, думаю, должно быть все понятно. Значит, еще разочек. В 45 ряду мы после того, как закончили 5-й раз комбинацию, мы провязали с вами, по-моему, 3 столбика без накида белой ниточкой. Все. Потом провязали 3 столбика без накида розовой, сделали ей уже убавку. Это мы закончили нашу схему, да, 6-ю комбинацию в 45 ряду. И в 46 ряду мы уже начали комбинацию 5 столбиков без накида убавка, сделали ее 1 раз. Каким образом? Мы провязали 4 столбика без накида розовой ниточкой, 1, 2, 3, 4.
пятую уже белой и сделали убавку. Так, все, это мы начали вязать 46 ряд. Так как здесь надо 6 раз повторить комбинацию, я вам предлагаю сейчас без меня самостоятельно ее повторить еще 3 раза, да, чтобы мы встретились, когда сделали 4 убавки. Значит, один раз показала, дальше основным цветом, да, я белой ниточкой, повторяем комбинацию 5 столбиков без накида убавка 3 раза, и мы уже встретимся на том моменте, когда у нас сделается 4 убавки. Все, самостоятельно вяжем, встречаемся. Называется перестраховалась. Так, 4 раза повторили комбинацию, давайте уже 5-й раз вместе. Раз, 2, 3, 4, 5. А то думаю, как вы без меня провяжете? Тут нормально еще по белому цвету у нас хорошо идет. Убавка. И осталось последний 6-й ряд. Нам последний 6-й раз повторить комбинацию. Это в 46 ряду. Давайте так сделаем. 1 столбик без накида провяжем белой ниточкой, захватываем розовую, расслабляем ее, вяжем розовый, обвязывая белую. Это мы провязали раз, немножечко удлиним, видно вам, раз, это по комбинации, я имею в виду, 2, 3, 4, 5, убавку розовой ниточкой делаем спокойно. Пока ничего другого не подхватываем. Убавка. Сделали убавку, это мы закончили с вами 46 ряд по нашей схеме. Все сделали, да? 5 убавок, 5-ю убавку сделали белой ниточкой, да, и 6-й раз комбинации начали с белой и закончили розовыми. Так, одну белую провязали, и дальше получается 1, 2, 3, 4, 5, да, в общем, все было правильно. Так, и переходим уже с вами, на 47 ряд. Кстати, представляете, мы какие молодцы, у нас постепенно все усложняется. Сначала без изменений, потом с комбинациями, с убавками мы ввязывали. А теперь мы с вами захватываем и комбинацию, и переходим на другой ряд. Просто вообще мы такие молодцы. Еще раз говорю, давайте себя похвалим, как мы здорово вывязываем пятнышко на самом деле. Так, и все у нас красиво получается. Так, заболталась. Сейчас мы продолжаем, то есть закончили 46 ряд. В 47 ряду нам с вами нужно 6 раз повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида убавка, и у нас образуется 30 петель. Соответственно, мы сейчас 4 вяжем розовой ниточкой, а убавку уже будем делать основным цветом. 1, 2, 3, 4, не довязываем, подхватываем белую ниточку и делаем уже, у нас получается убавка, да, 4, убавка. Это мы сделали 1 раз комбинацию. Так, давайте все равно на всякий случай, знаете, как сделаем. Я не обвязала, видите, тянет сейчас вот этот кусочек. Заболталась, захвалила, захвалила сама себя, вот видите как, называется, похвалилась. Так, еще раз. 2-й раз, я, видите, забываю, неудобно, тянет потом беленько. Ну, можно было ослабить, но я буду делать, как уже делала, люблю, вот, чтобы одинаково. Еще раз. 1, 2, 3, 4. А может быть, вы умнички, без меня и обвязывали белую. Это я забыла. А вы, может быть, все сделали как надо. И уже так. Ну все. Так, 4. Болтать не надо. Меньше надо болтать.
убавка. Все. Ура, наконец-таки переделала. В общем, просто обвязала ниточку, все то же самое. Так, отвлеклась на болтовню. А как? Ну, похвалить тоже надо. Так, еще раз, 47 ряд. Мы с вами сделали один раз комбинацию 4 столбика без накида убавка. 4 провязали розовой, захватили белую, сделали беленькой убавку. Так, давайте все равно еще 3 раза самостоятельно основным цветом повторите эту комбинацию 4 столбика без накида убавка. На том моменте встретимся. Так, если я не ошибаюсь, я вам сказала повторить эту комбинацию еще 4 раза. То есть, соответственно, сейчас мы сделали всего 5 комбинаций по 4 столбика без накида убавка. Сейчас у нас 5-я убавка в 47 ряду. Дальше. Осталось один разочек комбинацию повторить. Сделаем как в предыдущем ряду. Первый столбик без накида провяжем белой ниточкой, но не довяжем. Захватим розовую ниточку. Так, ослабим ее. Это мы провязали раз по комбинации. Будем вязать розовый, обвязывая белую. Так, раз. Два. Три. 4 и убавка. Осталось нам в 47 ряду. И убавка. Так, отмечаем последнюю петлю 47 ряда. И мы сейчас уже пятнышком заползаем на 48 ряд. Так. В 48 ряду нам нужно будет повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, убавка. Повторить ее нужно будет 6 раз. И у нас образуется 24 петли. Давайте сейчас по 48 ряду вяжем розовой ниточкой 3 столбика без накида, а убавку уже сделаем белой. Так, обвязываем белую, вяжем розовый. Раз, два, три, не довязываем, бросаем розовую, захватываем белую, видно вам, белую ниточку и делаем уже белой ниточкой первую убавку. 3, убавка. Первую убавочку сделали. Вот так у нас сейчас выглядит наше пятнышко. Так, давайте посмотрим. Вот, вы знаете, не нравится мне так убавка белой ниточкой. Давайте мы все-таки убавку сделаем тоже розовой. Все равно как-то она легла. Так, довязываем. Сейчас, чтобы не сбиться. Так, секунду. Раз, два. Так, что я провязала? Я провязала раз, два, 2 петли, да? Да. Сейчас делаем третью петлю розовой. И убавку мы делаем розовой ниточкой, да, я сказала? Да, розовой ниточкой мы делаем убавку, но не довязываем. Так, давайте посмотрим, как так будет смотреться. Мы вот так сделаем. Мне кажется, так лучше пятнышко смотрится. Да, так лучше. Вот так оставим с вами. Надеюсь, не запутались. Да, вот так оно мне больше нравится. Значит, смотрите, по 48-му мы с вами провязали именно розовой ниточкой первую комбинацию. Раз, два, три и сделали убавку. Все-таки так симпатичнее, да. Это понятно, да? Если вам нравится тот вариант, можно оставить, но мне так больше пятнышко нравится. Еще раз говорю, по 48 ряду розовой ниточкой первую комбинацию сделали. И еще делаете 4 раза комбинацию 3 столбика без накида убавка основным цветом белой ниточкой. И мы с вами на том моменте встретимся.
Повторили комбинацию 5 раз в 48 ряду, осталась 6-я комбинация. Делаем то же самое, как и в предыдущих рядах. Один столбик без накида вяжем белой ниточкой, но не довязываем, захватываем розовую, расслабляем ее, обвязывая белую, вяжем розовый. Так, это раз мы провязали, да, по комбинации, если сейчас стяну. Два, три. Делаем убавку розовой ниточкой. Розовой ниточкой делаем убавку. И это мы с вами закончили. И это мы с вами закончили 48 ряд, в котором 24 петли образовалось. У нас отверстие сужается. Сейчас мы немножко продолжим пятнышко и будем набивать игрушку и примерять, вставлять глазки. Так, давайте, наверное, с пятном, наверное, сейчас закончим. Так, ну как закончим, еще в следующем ряду, да, оно будет продолжаться, но вот здесь, вот здесь, как это сказать, в начале следующего ряда. Начало следующего ряда, 49 ряд, нам нужно с вами вязать так: 2 столбика без накида, убавка, повторить комбинацию 6 раз, у нас уже образуется 18 петель. Поэтому сейчас по ряду розовой ниточкой, обвязывая белую, вяжем первую комбинацию. Раз, два. И делаем убавку розовой нитью. Так, сейчас я ее сделаю. Не довязываем, захватываем белую ниточку, убавка. Это мы с вами сделали один раз нашу комбинацию в 49 ряду. Видите, я не отвлекалась на похвалюшки. Все у нас получилось. Смотрите, кстати, какое красивое вообще пятнышко получается, прелесть. С этой стороны у нас пришьется розовое как раз ушко, потому что здесь пятнышко. Так, отверстие уже совсем сужается. Сейчас предлагаю набить игрушечку, примерить, вставить глазки. Я сделаю то же самое и скажу вам, куда я их вставлю. Сейчас набью, вставлю и встречаемся. Вставила глазки и набила синтепухом. Смотрите, какое уже очарование получилось. Вы не смотрите, что сейчас она такая пучеглазенькая. Мы потом утянем глазки, и это будет невероятное очарование. Не вижу, передается на камеру или нет, но это будет халюська невозможная. А сейчас она такая тоже очень милая, но немножко смешная. Я буду все-таки утягивать глазки, не люблю такие пучеглазенькие, хотя в этом даже что-то тоже есть. Так, ну куда вставила глазки, думаю, видно, да, прям вот над нашей мордочкой, Между глазками у меня получилось 1, 2, 3, 4, ну 4,5 столбика между глазками. Вставляла более широкой, не буду, наверное, доставать, или покажу вам, более широкой стороной к вязаному полотну. Наверное, не видно будет. Ладно, я думаю, что ничего сложного. То есть вставляете заглушечку и той стороной, которая более широкая, как раз к вязаному полотну. Тогда будут лучше держаться глазки. Думаю, в этом сложности нет. И до максимальных щелчков сколько смогли. Но я смогла только до одного щелчка. Вот здесь очень такая заглушка толстоватая и пряжа плюс толстенькая. Поэтому только один щелчок услышал. Дальше вставляла, не продвинулись. Но попробовала, все крепко держится. Отлично. Так, набивайте тоже синтепухом. Перед тем, как все равно примерить глазки, посмотрите, да, вы набейте синтепухом, примерьте глазки, потом вставьте и обратно набиваем синтепухом, потому что, еще раз говорю, отверстие становится маленькое. Головку еще поднабьем, а вот нижние лапки, уже ножки уже будет сложно. Набиваю очень плотно, у меня прям она такая толстушечка. И вообще я всегда набиваю плотно, мне так больше нравится. Такой толстячок получается, прям как камушек. Даже поднабила сильно-сильно. Так, ладно, мы с вами остановились на 49 ряду, да? Мы с вами сделали одну комбинацию, провязали 2 столбика без накида, убавка.
Так, давайте еще самостоятельно провяжите 4 раза эту комбинацию, чтобы у нас всего было 5 раз, да? И на том моменте мы с вами встретимся. До этого, помните, я уже не помню, в каком ряду я говорила, что, по-моему, вам сказала 4 раза повторить. Сказала 3, ну, я думаю, вы поняли, раз дальше я озвучила, на каком моменте мы вывязываем пятнышко. Просто если я сказала 3 раза, вы еще раз повторите комбинацию. Уже, скорее всего, повторили. Ну, вот, просто я неправильно запомнила. Сказала 3, а встретились с вами через 4 плюс моя, то есть всего через 5. Ладно. Думаю, вы у меня умнички, все поняли. Итак, сейчас 1 раз комбинацию сделали. Вы еще 4 раза повторяете комбинацию 2 столбика без накида, убавка основным цветом, и на том моменте встречаемся. Итак, 5 раз повторили комбинацию 2 столбика без накида, убавка. Сейчас мы с вами дальше по схеме, по нашей, вяжем 1 столбик без накида белой ниточкой, захватываем розовую, расслабляем и считаем раз. По схеме по нашей. Раз. Теперь, обвязывая белую, вяжем розовой. Вяжем розовый. Так, раз сделали, да? По схеме по нашей дальше 2. И убавка. Встала, коровку придерживаю с собой. Убавка у нас розовой ниточкой. Это последний ряд у нас с розовой нитью, с пятнышком. Все, скоро будем просто будем вязать белой ниточкой, закрывать нашу головку. Так, маркером отметили последнюю петлю, получается 49 ряда. Да, 49 ряда. У нас образовалось 18 петель. Сейчас надо будет поднабить головку, но давайте закончим уже с этим пятнышком нашим. Надеюсь, сейчас не ошибусь. Последний раз с розовой нитью. Так, отметили. Начинаем вязать 50 ряд. А в нем нам нужно повторить с вами 6 раз следующую комбинацию. Столбик без накида, убавка. И у нас уже образуется 12 петель. И мы с вами это сделаем с розовой нитью. Вяжем по схеме. Сначала розовой ниточкой, обвязывая белую. Столбик без накида. Первая. Убавка. Убавку не доделываем. Захватываем белую ниточку, розовую бросаем. Убавка. Так, и нам осталось, давайте беленькой уже начнем дальше вязать, столбик без накида, вторая убавка. Все, вам осталось повторить эту комбинацию 4 раза, и мы уже встретимся на 51 ряду. Давайте уже отрежем нашу розовую ниточку. Она нам больше не понадобится. Все. Отрезаем ниточку. Теперь точно не понадобится вообще. Сейчас мы где-нибудь здесь сразу завяжем. Да, как мы делаем? Ну, за любой. Я какую первую вытащила, за нее и завяжу узелочек, чтобы она у нас никуда не делась. Ну, не делась, а, конечно, не распустится, мне кажется, все, что внутри игрушки, но я так люблю, мне так спокойно. Все, розовую ниточку отрезали, убрали. Пятнышко, вот такая красота получилась. Очень красиво, очень вообще, я сейчас не могу. Давайте так, оп, и будет вообще милашка. Так, сейчас довязываем до конца 50 ряд. То есть, как я уже сказала, 4 раза еще вам повторить комбинацию столбик без накида, убавка. И встретимся на 51 ряду. Довязали до конца 50 ряд. В
51 ряду нам надо с вами сделать 6 убавок, и, собственно говоря, сама наша коровка будет готова. Мы буквально закроем оставшееся маленькое отверстие. Поэтому сейчас последний шанс, так сказать, поднабить, подрасправить, если что-то вам не нравится, синтепухом, потому что уже кукусик совсем отверстие, все, оно будет совсем сейчас узенько. Итак, 6 убавок делаем, и остается 6 столбиков без накида у нас, 6 петель. 6 петель у нас образуется. Первая убавка, вторая убавка, 4 убавочки делаем самостоятельно и встречаемся. Так, наша малышка уже, можно сказать, готова. Осталось закрыть вот это маленькое отверстие. Что мы с вами делаем? Сначала вяжем соединительный столбик по ряду. Сейчас я ее разверну. Никак мне неудобно. Придерживаю. Надеюсь, у вас он быстрее получился. Соединительный столбик. Конечно, крючок-то взяла другой стороной. Не увидела. И ниточку не захватывает. Поэтому. Соединительный столбик. Он у меня с двух сторон, с другой поменьше номер. Так, отрезаем, отрываем ниточку, оставив небольшой кончик, и мы будем закрывать наше отверстие. Так, вытягиваем ниточку. Немножечко подзатягиваем. Берем иголочку с большим ушком. Я прям когда вижу ее в камеру, любуюсь, не налюбуюсь. Надеюсь, у меня это ушко пролезет. Просто в другое ушко, которое поменьше, тяжело мне такую ниточку будет. Но сейчас посмотрим. Так, и собираем оставшиеся петли. Пока собираем, не затягиваем, а то мы их потом не увидим. Слабенько их не затягиваем. Видно вам, что я делаю? Не затягиваем. И вот это петлю. Собрали все петли. И теперь просто затягиваем их все вместе, нашу головку. Так, затянули. Можно сделать закрепительный узелок. Я его обязательно сделаю. Не могу не сделать. Так. Пролезла. Все равно такое большое очень ушко. Аж разрывает полотно. Видите, поленилась в более узенькое ушко. Ниточку вставить. Все. Затягиваем посильнее. И прячем ниточку в вязание. Так. Расправляем немножечко, если перетянули. Смотрите, как аккуратненько все у нас смотрится. Какая красота. Какая... Ой, вообще. Слушайте, она даже без утяжки. Какая милая. Я не могу. Видите, какой холосый. Какой холосый. Но сейчас мы все равно с вами утянем глазки. И это будет вообще милота. Глаз не оторвать. Сейчас утяну один глазик. И на примере второго покажу вам, как это мы будем делать. Утянула пока один глазик. Не обращаем внимания, сейчас пока смешно выглядит, когда с одним глазиком. На примере второго показываем. Значит, готовим иголочку с обычной швейной ниточкой. Я ее двойной сделала, да, узелочек. Просто прочная ниточка. И что мы с вами делаем? Находим вот этот рядок со сплошными прибавками. И под глазиком, рядом со сплошными прибавками вводим иголочку. Вводим, а выводим ее близко-близко. Сейчас покажу, выведу.
близко-близко вот сюда к глазику. Вот, видите где? До конца всю ниточку не вытягиваем, кончик оставляем, мы будем перевязывать оставшиеся хвостики. То есть вот она как выглядит. Вот здесь беленько, не пойму, видно, не видно, прям близко-близко к глазику. Окаймляем глазик ниточкой, вывели вот здесь и с противоположной стороны вводим обратно иголочку и выводим ее, просто сейчас будет так удобнее ее найти, рядом с тем местом, где мы ее вводили. Вводили. Сейчас иголочка короткая, коровка большая. Вот так. Нашли это место. Поправляем ниточку туда, за глазик заправляем. И смотрите, что получается. И здесь завязываем несколько узелочков. Но я буду завязывать не на камеру, потому что буду придерживать руками, ногами, всем, чем только можно. Если кто-то у вас дома есть, да, может вам помочь. То есть он вот так вам придержит в утянутом виде глазика, а вы внизу спокойно несколько узелочков завяжете. Сейчас завяжу не на камеру и покажу, как прячем ниточку. Ничего сложного. Утянула второй глазик. Посмотрите, какая миленькая. Я еще пленочку не сняла. Я до последнего не буду держать, потом сниму пленочку с глазиком. Ну, посмотрите, какая хорошенькая. Я не могу. Посмотрите, какое очарование. Вот это самый приятный момент, когда утянуты глазки, когда все, даже без ушек, действительно, и зайчики, и другие игрушечки, вот даже без ушек, они такие очаровашки. Представляете, мы еще рожки пришьем, ушки. Ну, это будет что-то. Милота неописуемая. Так, утянула второй глазик. Что хочу сказать, если вам не нравится, как утянут, или, например, один глазик утянули слабее, чем другой, вы можете повторить эту комбинацию несколько раз до тех пор, пока вам не понравится, как они будут утянуты. Я еще даже не решила, может быть, чуть-чуть еще больше утяну, может быть, нет, может быть, так оставлю. Главное, вам пока показала, как это делается, потом еще подумаем. Итак, смотрите, ну что, два кончика просто мы прячем, вводим иголочку, и второй кончик, чтобы удобно, сразу оставшийся кончик, что у меня развязался. Сейчас так сделаю, чтобы поудобнее. Вводим в это же ушко. Вот так, не до конца. Не до конца ввели второй кончик. И выводим с противоположной. Сейчас где-нибудь найду. Иголочка коротенькая. Где-то есть. Не могу найти. Сейчас не на камеру найду. Нашла. Аж вот куда она у меня вылезла. Да. Когда без камеры все сидишь спокойненько делаешь, но хочется вам все показать. Все, отрезаем ниточку, она туда у нас спрячется. Поправляем головку, расправляем. Дальше что? Не перестаем умиляться. И нам с вами осталось только пришить ушки-рожки и привязать хвостик. Это у самой коровки. А потом свяжем еще ей сумочку. Милый аксессуар. Сейчас покажу, куда и как будем пришивать, и мы с вами продолжим. Итак, берем нашу очаровашку. Кто давно со мной вяжет, знает, что на камеру не пришиваем, но все обязательно покажу, расскажу, как мы это будем делать. У вас все получится. Смотрите, ушки вот таким образом. Видно? Вот так. Мы их закрепим. Пришьем, и соответственно рожки у нас будут вот так между ушками. А перед тем, как пришить рожки, желательно набить их синтепухом. Вот так у нас будут рожки. Вот такая Алюська будет. Большая малышка. Вот так вот вся не влезает. Видно, да? Показала. Каким образом мы будем с вами пришивать и ушки, и рожки. Это будем мы делать совершенно одинаково. Берем иголочку с большим ушком. Ниточку для пришивания мы с вами оставили. Всегда оставляем, да, детальки, которые пришиваются, этой нитью и будем пришивать. Вставляем. И смотрите, что мы делаем. Приложили ушко, где вам нравится. И вы будете захватывать за столбик на головке и за петлю на ушко из петель, да, вот здесь внизу, и за петлю на ушке. И любым удобным для вас способом вот так будете пришивать за столбик на головке, за петлю на ушке. То же самое
с рожками. Не буду менять ниточку, покажу. Вот у нас рожки. Что такое-то? Цепляем за столбик, вот за любой столбик, ну где вы приложите, да, и за петлю на ушки. И так далее. Зацепили. Я сейчас ниткой, которая от уха, ну ничего. И так далее. Сейчас все хочу показать. Знаете, она такая большая. Что-то поближе. Так. Дальше. Неважно, что это ниточка от ушка. Снова за столбик на головке, за петлю на ушки. И вот таким образом. И в конце закрепить на узелок. Все, ничего сложного. Дальше. Сейчас пока все это выглядит ужасно. Дальше хвостик. Примеряете, где вам нравится. Так, видно? Видно спиночку нашу толстенькую. Думаю, что вот здесь я привяжу хвостик. То есть захватываете, даже не знаю какой, потолще стороны, захватываете за столбик, который вам приглянулся, ну, место, где вам понравилось, да, захватываете ниточку. Просто между собой их вот так перевязываете в узелочек. И потом иголкой, просто у меня уже все иголки, да, иголкой с большим ушком, туда иголочку вставляете, 2 ниточки в иголочку, после того, как завязали. Раз, вот так. 2, можно по одной, но лучше так уйдет узелок. И туда ее прячем. Все, завязали и спрятали туда иголочку. Думаю, понятно объяснила, да? Хвостик привязываем, ушки, рожки пришиваем. И наша очаровашка, сейчас она тут вся непонятно как пришитая, и наша очаровашка будет готова. Так, а мы сейчас с вами будем вязать сумочку, чтобы у нее был еще красивый аксессуар. Ну что, приступаем к вязанию сумочки. Я, кстати, когда вам показывала, как пришить рожки, называла их ушками, ну, собственно, это не важно. Ушки, рожки, все пришивается одинаково, цепляя за столбик на головке и за петлю на ушке. Но самое главное, вообще пришивайте как вам угодно, как вам нравится, любым удобным для вас способом. На самом деле у меня есть мастер-класс, где такой беленький толстенький зайчик связан. Вот в том мастер-классе я очень подробно показала, как пришить ушки и хвостик. Кому, если непонятно, можете посмотреть там. Но я думаю, что этот момент не стоит столько внимания уделять на это время. И еще хочу сказать, почему не люблю. Все-таки это уже такая работа, знаете, чуть сдвинется, ну, хочется, чтобы было красиво, симметрично, а на камеру это все может не так получиться, и будет одно расстройство. И еще с учетом того, что я шить вообще не люблю, поэтому уж простите, вот так. Но всегда показываю, объясняю, поэтому сложностей не должно возникнуть. Итак, сумочка. Берем цвет тот, которым будете ее вязать. У меня это бирюзовый. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду мы с вами сделаем 6 прибавок. То есть в каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида, и у нас образуется 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И приступаем к вязанию
третьего ряда вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы с вами уже увидимся на 4 ряду. Довязали до конца 3 ряд, 4 ряд вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз, у нас с вами образуется 24 петли. Раз, два, первая прибавка. Уже такое расслабляющее вязание, не надо вязывать никакую ниточку, ничего не пропустить. Раз, два, вторая прибавка. Не то, что сама коровка, малышка, но оно того стоило, такая красота. Так, вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 5 ряду. Довязали до конца 4 ряд. Теперь самостоятельно с 5 по 12 включительно, соответственно 8 рядочков. Вяжем по 24 столбика без накида в каждом ряду, и на том моменте с вами встретимся. Мы с вами связали все 12 рядов у нашей маленькой милой сумочки, сумочки кладчика. Что мы делаем дальше? Далее по ряду мы с вами вяжем 1 соединительный столбик. И теперь мы будем формировать ремешок из воздушных петель. Свяжем цепочку из воздушных петель, это и будет нашим ремешком. Предлагаю набрать 35 воздушных петель. Раз, два, три и так далее. 35 набираем и встречаемся. Набрали цепочку из 35 воздушных петель. Дальше это у меня не начало, не конец ряд. Это я отсчитала 11 петель, и в 12 буду ввязывать наш ремешок. Вот у нас 12 петля, вводим крючок, так, в принципе можно уже маркер убрать, так как-то я так сильно прицепила, вводим крючок и, видно вам, делаем соединительный столбик. Так, цепочку главное, чтобы у нас не перекрутилась. Проверяем. Так, дальше делаем закрепительный узелок, отрезаем, отрываем ниточку. Все, наша перемычка готова. Можно будет кончик нити вот здесь потом заправить аккуратненько и отрезать. Так. И нам осталось с вами еще кукуська хорошенькая. Можно, кстати, оставить и так, как вариант. А еще можно, я хотела в виде вот такого мешочка сделать. Смотрите, как вам больше нравится. Или как вот так, как корзиночка. Даже уже и не знаю. Хотела такой вариант. Сейчас мне вот так просто нравится. Так, ну давайте попробуем все-таки еще вариант затягивания. Его всегда можно будет эту ниточку убрать. Отрезаем, отрываем ниточку подлинней. Так, берем иголочку с большим ушком. И просто давайте так, раз, два. Вот по третьему ряду будем вставлять иголочку. Начнем где-то вот здесь, да, по центру. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 11. Тогда раз, два, три, четыре, пять, 5, 6. Это вот так. Ну, по столбикам тут, наверное, раз, два, три. Так, раз, два. Где-то вот здесь начнем, сюда придем, да? Или вот так? Да, вот так. Здесь начнем. Ну, просто ее через 2. Так, видно, что делают-то. Через 2. Вот таким образом. Здесь вставляем кончик. Где-то
через 2 столбика. Вот так. Ну, как в принципе, здесь не принципиально, как идет у вас иголочка. Посмотрите. Так, ее протянем. Посмотрим, как нам больше нравится. Кстати, просто, казалось бы, просто такой, да, милый мешочек. Так, стоп, где-то я сбилась. Да, где-то я сбилась. Все правильно, это же у нас идет по спирали. Давайте тогда вот так, вот так. Так, сейчас вот так, вот так, вот так и вот так. Здесь через 2 было тогда. Давайте вот здесь перейдем просто, да? Что нам сделать? Или вот так, так, вот так. В общем, посмотрите, как вам нравится. Что-то я сейчас прям сходу здесь, сходу могла где-то, ну, может, через одну вот сделать. Сейчас посмотрим, как нам затянуто нравится. И такой бантик. Бантик небольшой. Слушайте, тоже очаровательно, невозможно. Кстати, можно вот здесь сделать еще узелочки. Такие. Так, хоп. Будет, да. И здесь хоп. В общем, принцип понятен, как протягивать ниточку. Потом, если что, поправить, чтобы я не переделывала всю, не вытаскивала. В общем, сделайте так, чтобы одинаково. Там где-нибудь переходик сделайте, потому что, естественно, это вязание по спирали мы делали, да, и получается она, ну, как будто ниже на ряд получилось, когда мы сюда пришли. То есть где-то заранее вот здесь, ну, или как я сделала, или вот здесь пораньше где-нибудь вот сзади, например, на рядочек вот так перейти и сделать. Ой, слушайте, тоже хороша вообще. Любой вариант хорош. Я не могу, как мне нравится. Ну, думаю, что уже ниточку вы справитесь без меня. Переделать, вставить. В общем, я вроде так сделала, хорошо смотрится. То, может быть, поправлю. Вот эту ниточку осталось убрать, спрятать. Собрать всю коровку, примерить ей вот эту красоту-сумочку и полностью вам покажу уже игрушечку в собранном виде с аксессуаром. Слушайте, мне и сумочка нравится вообще, умиляюсь как коровки. Ну просто прелесть, все яркое, красиво. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Все, сейчас все соберу и вам покажу, какое очарование получилось у меня. Пришила ушки, пришила рожки, привязала наш очаровательный хвостик и надела сумочку. Надела ее через нижние ножки, потому что головка просто у нас не пролезет, по-другому не получится. И получилась вот эта нежнятина, очарование, такая милая коровка. Надеюсь, у вас все то же самое получилось. Вот такая красота, которой мы теперь можем любоваться и наслаждаться. Сняла пленочку с глаз, и она у нас, смотрите, заиграла яркими красками и поднимает настроение. Ну что, до новых встреч и пока-пока!